Всем привет! Вы на канале Хельга Фина Art Design, все об акриловой заливке. Сегодня преображаем елочные игрушки с помощью жидкого акрила. Я взяла игрушки в форме сосульки, шары не подойдут, медиум будет скатываться. Убрала крепление и отложила их в сторону. И с помощью наждачной бумаги 180 отшкурила от верхнего слоя. Взяла материал, похожий на пенопласт, и вырезала маленькие углубления для сосулек, чтобы они сохли, не скатываясь с поверхности. Далее нанесла акриловый грунт на игрушки в несколько слоев. Поверхность желательно грунтовать, потому что медиум будет растекаться, он будет тонким и все недочеты будут просвечиваться, поэтому белая поверхность в самый раз. Далее шкурю эти игрушки, нам нужна шершавая поверхность, чтобы медиум сильно не скатывался. Затем готовлю медиум. Для этого беру клей ПВА, акриловый лак и воду. Замешиваю вместе в соотношении клей ПВА 2 части, акриловый лак 1 часть и вода 1 часть. Количество воды стоит варьировать для получения консистенции, похожую на кефир. Далее смешала медиум с разными цветами акриловых красок, что буду использовать. Затем формируем стакан и вливаем разные цвета этого медиума в том порядке, в котором вы захотите, и те цвета, которые вы захотите. Беру стаканчик, прогинаю таким образом, чтобы был маленький край, беру игрушку и начинаю наносить сам медиум на игрушку. Из-за того, что в стаканчике находятся разные цвета, то начинает формироваться определенный рисунок. И в таком порядке делаю все игрушки, которые я подготовила. А подготовила я всего 6 игрушек. Подготовление 2 игрушек не входило в видео. Посмотрите этот процесс до конца. Я здесь использую 5 разных комбинаций по цветам.
С остатком медиума можно поиграть, особенно если залить игрушки над холстом и даже создать случайную картину. Что-то похожее на абстракцию. Особенно если с самого начала выбрать какую-нибудь палитру для картины. Когда высох верхний слой, я беру игрушки и вытираю с задней стороны остатки медиума. Затем беру клеевой пистолет и на горячий клей буду крепить блестки. Сначала я сделала так, что клей нанесла сразу по окружности, где я хотела сделать блестки, но совершила маленькую глупость, он быстро высыхал. Поэтому я доработаю потом детально именно эту игрушку, делаем по маленьким отрывочкам, а в дальнейшем буду делать постепенно клеевую полосу, на которую буду сыпать блестки. Остатки блесток можно собрать и использовать повторно. Не обязательно, но я взяла крепления и покрасила их в золото. И под конец взяла кисточку, акриловые краски и прокрасила тыльную сторону в несколько слоев. Вот такие оригинальные игрушки в стиле флюид арт получились. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто не успел подписаться, подписывайтесь. На канале вы можете найти много интересного на тему рисования жидким акрилом и не только на холстах.